От рождения до самой смерти каждый человек проходит свой собственный путь, встречая на нем пропасти и горы, преграды и разветвления, пасмурные и солнечные дни. Этот путь называется дорогой жизни. Здесь все зависит только от нас самих. Какое решение мы принимаем, так и сложится наша судьба. То же самое и с дорогой. Какой путь выберешь, туда она тебя и приведет. Никому не известно, каким будет выбранный путь. Ясно только одно – чтобы в полной мере насладиться жизнью, важно идти по собственному пути. Меня зовут Валерий Федоренко. Я первый чемпион первого чемпионата мира по гиревому спорту, мастер спорта СССР, мастер спорта международного класса в двоеборье и длинном цикле, заслуженный мастер спорта, первый популяризатор гиревого спорта в США и по всему миру. Сегодня я предлагаю вам путешествие в мою жизнь. Я родился 22 марта 1973 года в небольшом уютном городе Карабалта Кыргызской республики в обычной советской семье. Мой отец был строителем. Мама работала в школе учителем русского языка и литературы. Родители развелись, когда мне было 3 года, и мы с мамой переехали в Казахстан, город Жанатас. У меня было обычное советское детство с играми с пацанами во дворе и пионерскими лагерями. Школа, в которой я учился, была тоже вполне обычная. Мама много училась и много работала в этот период, поэтому я рос самостоятельным, проводя много времени в одиночестве. Как и все дети, много мечтал о путешествиях. Мне хотелось увидеть новые страны, познакомиться с новыми людьми, научиться говорить на нескольких языках, научиться выживать в любых условиях. Каждый ребенок – это авантюрист с огненным желанием покорять то, что не подвластно взрослым. Поэтому я стал убегать из дома. Однажды сотрудники милиции сняли меня с поезда за 200 километров от дома. Не знаю, чем бы закончились мои путешествия, если бы в моей жизни не появился отчим, который впоследствии усыновил меня. Он работал водителем БелАЗа. Я тоже мечтал быть водителем, когда вырасту. Видимо, поэтому мы быстро подружились. Чтобы я был более дисциплинированный, отец стал заниматься со мной гантельной гимнастикой. Мы вели тетрадь моих тренировок и достижений. В 12 лет я записался на секцию гиревого спорта и на первые скопленные деньги купил гири весом 16, 24 и 32 килограмма. Это было советское время дефицита, поэтому купить спорттовары было достаточно сложно. Прошло полгода, прежде чем я стал счастливым обладателем новых гирь. В тот момент я решил, что буду не просто хорошим спортсменом, а кем-то, кто лучше, чем все, как мой кумир Арнольд Шварценеггер. Я мечтал, что когда-нибудь встречусь с ним и расскажу ему о гире, уникальном спортивном снаряде. Я понимал, чтобы быть лучшим, нужно тренироваться как лучший. Я стал одержим тренировками. Мой день начинался с поднятия гирь и заканчивался поднятием гирь. Я поднимал гири везде – дома, в спортзале, во дворе. Мои друзья считали меня сумасшедшим. Мне нравится высказывание, что мечты должны быть либо безумными, либо нереальными, иначе это просто планы на завтра. Тогда никто не верил в меня, никто не верил, что я смогу чего-то добиться в спорте. У меня не было ни выдающихся физических данных, ни таланта, ни тренера с мировым именем и гениальной методикой, но дисциплина, предельная концентрация и невероятная работоспособность приблизили меня к моей цели. В короткий период я стал капитаном сборной команды Казахстана. В 1990 году поступил в школу Олимпийского резерва по специализации тяжелая атлетика в городе Бишкек, Кыргызской республики, и устроился на работу спортивным инструктором в казахский спортивный клуб в городе Каратау. Осенью того же года на национальном чемпионате по двоеборью в возрасте 17 лет в категории 70 килограмм толкнул 68 раз и вырвал гирю по 55 раз, набрав в сумме 123 балла и установив 3 рекорда, стал чемпионом Казахстана и выполнил норматив мастера спорта среди взрослых. Это были первые плоды адского ежедневного труда, и останавливаться на достигнутом я не собирался. Чтобы выйти на новый уровень, мне нужна была лучшая техника и методика поднятия гирь. В этот период мне не у кого было учиться, обучающих книг и видеоматериалов тоже не было. Я часто действовал, полагаясь на интуицию, почти наугад, терял время, ища ответы на вопросы, которые теперь кажутся такими очевидными. В
Конечно, я бы многое отдал за чувство надежного плеча, за опыт, за общение с единомышленниками, увлеченными гиревым спортом. Это был идеальный момент, чтобы сдаться, но я продолжил бороться. Бороться – самая главная и самая сложная задача любого человека. Бороться с жизнью, бороться с судьбой. Но, пожалуй, самое трудное – бороться с собой, со своими слабостями и страхами. В тот момент я ясно понял одну истину. Если рядом нет гениального учителя, стань гениальным учеником. Все просто. Просто нужно научить себя делать то, что никто до тебя не делал. Теперь я не просто тренировался. Я пробовал разные варианты, анализировал, записывал, перечеркивал, начинал сначала. Эта работа стала основой уникальной авторской техники и методики работы с гирями, разработанной и апробированной мной, а также активно применяемая мной в обучении студентов. В 1991 году я занял первое место на чемпионате СССР в городе Оренбург. В 1992 году выиграл Кубок СНГ и выполнил норматив мастера спорта международного класса в двоеборье по длинному циклу. В том же году, перейдя в категорию 80 кг, я победил на чемпионате СНГ, а также на чемпионате Беларуси в городе Брест. На национальном чемпионате побил рекорд в двоеборье, толкнул гири 32 кг 130 раз и вырвал по 92 раза, набрав в сумме 222 балла. И занял первое место на чемпионате Европы в городе Талсы, Латвия. В 1993 году на чемпионате в Карелии занял первое место, толкнув гири 126 раз, первый раз в истории гиревого спорта в 10-минутном регламенте, сделал рывок 32 килограмма по 100 раз каждой рукой, набрал в сумме 226 баллов. В том же году я выиграл Кубок мира по длинному циклу и стал чемпионом первого чемпионата мира в городе Липецк, где победил в 3 номинациях, стал первым чемпионом мира в категории 80 кг, показал лучший результат среди участников до 20 лет, стал абсолютным чемпионом по коэффициенту мастерства по соотношению результата к собственному весу по таблице Стародубцева. Рекорд толчок 127 раз, рывок 100 на 98, в сумме 225 баллов. Не могли побить следующие 15 лет. Потом правила были изменены. Мои персональные рекорды с гирями 32 килограмма. Толчок 132 раза, рывок 110 на 110 каждой рукой. Толчок длинным циклом 84 раза, собственный вес 75 килограмм. В период с 1990 по 1996 год я принял участие и завоевал призовые места в более 50 турнирах. Мои личные рекорды за этот период представлены в таблице. Мои спортивные успехи не стали неожиданностью, как бы самодовольно это ни звучало. Была проделана огромная работа, чтобы оказаться там, где я оказался. Это не случайность, не удача, не талант. Это результат тяжелой работы над собой. Невозможно прыгнуть выше головы, не обладая соответствующими навыками. Когда добиваешься поставленных целей, наступает состояние обнуления. Ощущаешь себя альпинистом, стоящим на вершине горы. Прекрасный миг гордости за себя. Но миг проходит, и тебе нужно спуститься, чтобы покорять новые вершины. Вершины не созданы для жизни, они существуют, чтобы показать тебе твой максимум или наоборот, показать безграничность твоих возможностей. Мои победы и рекорды были той вершиной, которую я покорил. Моей новой вершиной стало развитие гиревого спорта по всему миру. Конечно, уйти из спорта на пике карьеры – это было непростое решение, но мне хотелось не просто изменений, а новой жизни. Я осознал, что имея возможность развиваться в разные стороны. В 1996 году я переехал в Кыргызстан, где возглавил Федерацию гиревого спорта. В 1997 году, представляя Кыргызстан на фестивале силовых видов спорта и 4 континентов в городе Липецке, я занял первое место. В 1998 году я провел первый чемпионат Кыргызстана по гиревому спорту в городе Карабалта. Это было не самое лучшее время для гиревого спорта, да и вообще для спорта в целом. Финансирование было слабым, интерес к спорту достиг минимума. Это был тупик. В
Тупик в жизни – это тоже дорога, только к себе. Зачастую стать самим собой оказывается легче где-нибудь в пути или в чужой стране, но вовсе не дома. Я мечтал развивать гиревой спорт по всему миру, поэтому я решил эмигрировать в США. Это был прыжок в неизвестность. У меня не было денег, не было знания английского языка. Я с трудом представлял, как именно я буду развивать гиревой спорт в стране, где о гирях ничего не знают. Но что, как не риск, придает вкус жизни. В 1999 году я получил визу, купил билет в один конец, взял гири и улетел навстречу своей американской мечте. Первые 5 лет были самые тяжелые. Одиночество, тяжелая работа, неопределенность. Я искал любой повод рассказать американским спортсменам про гири, найти партнеров и единомышленников, организовать американский гиревой клуб. В период с 2000 по 2004 год я выступал на фестивалях спорта в Нью-Йорке, проводил персональные тренировки и консультации, принимал участие в семинарах, тренингах, став первым официальным экспертом по гиревому спорту в США. С 2005 по 2006 год я проводил семинары по гиревым тренировкам в Луивилле, в Лас-Вегасе, в Миннеаполисе. В качестве специального гостя участвовал в создании обучающего видео «Энциклопедия кеттлбелл-лифтинга». В 2004 году я одержал победу на чемпионате Калифорнии в Сан-Франциско. В 2005 году я занял первое место на национальном чемпионате по гирям в Филадельфии. В 2006 году победил на национальном чемпионате по гирям в Сан-Диего, Калифорния. Благодаря моей активной обучающей и соревновательной деятельности о гирях в США сегодня знают все. Также в 2005 году я открыл американский гиревой клуб AKC – American Kettlebell Club. В 2006 году мною был открыт мировой гиревой клуб WKC – World Kettlebell Club, основным направлением деятельности которого были популяризация гиревого спорта, кеттлбелл-лифтинга в мире, проведение международных соревнований по гиревому спорту, кеттлбелл-лифтинга, проведение семинаров и привлечение российских специалистов и аккредитация тренеров, участие на шоу «Арнольд Классик», а также производство гирь. За 13 лет существования мирового гиревого клуба WKC я обучил более 3000 человек. Мною были подготовлены более 20 мастеров спорта и кандидатов в мастера спорта. В рамках популяризации гири как спортивного снаряда и пропаганды гиревого спорта, кеттлбелл-лифтинга, я провел семинары в более 40 странах мира, в частности, Англии, Германии, Франции, Шотландии, Канаде, Греции, Италии, Португалии, Мексике, Сингапуре, Австралии, Африке и так далее. С 2005 по 2009 год возглавлял национальную сборную США на чемпионатах мира. Являясь специалистом в обучении и развитии спортсменов и основателем мирового гиревого клуба, я провел большое количество международных соревнований и турниров с общим количеством участников более 3000 человек. На сегодняшний день, благодаря деятельности мирового гиревого клуба, более 30 стран стали постоянными участниками чемпионатов мира по гиревому спорту. Первые подготовленные мною 1000 тренеров получили в подарок комплект моих гирь в количестве 8000 штук, для того, чтобы иметь оборудование для обучения студентов. На тот момент я единственный в США, кто производил соревновательные гири собственного дизайна. Как когда-то в России, так и в Америке гири получили свою популярность благодаря армии. С 2006 года мою тренировочную программу используют в армии США. Более того, бейсболисты, пожарные, полицейские, спасатели также применяют мою методику в своих тренировках упражнения с гирями. Мне всегда был интересен спорт как сфера новаторской деятельности. Благодаря тому, что я все делал по-своему, я с моей командой должны были доходить до всего сами. И я разработал свою собственную версию того, что я хотел достичь. Первое, с чего я начал, я изменил толщину ручки гири, уменьшив ее до 33 мм для более комфортного поднятия и поставил логотип с моим именем на гире. Затем расширил традиционную линейку гирь, выпустив гири от 4 кг до 72 кг с шагом в 2 кг.
а также дополнил цветовую гамму для обозначения весовых категорий гирь. Все эти новшества сейчас активно используются многими ведущими производителями гирь по всему миру. Но главным моим новаторским изобретением я считаю выпуск в 2013 году гири Precision со скосами у основания ручки, сделанными по слепку моего запястья. Впервые в истории спортсмен вместе с инженерами разработал принципиально новый дизайн более комфортной гири и запустил ее в производство. Для меня, как для спортсмена, было очень важно побывать в роли производителя гирь. Это другая ответственность и другие вызовы. Да и вообще, к проекту, который сам придумал, отношение у тебя совсем другое, чем к проекту, который более успешен, но в который ты просто вложил деньги. Я считаю, что любой предприниматель должен быть в первую очередь мечтателем. Это счастье заниматься тем, что никто до тебя не делал. В период с 2006 по 2016 год я выпустил 4 модели гирь. Special Edition в количестве 800 штук с моей подписью, Pro Grade, Fitness, Precision, более 40 тысяч экземпляров. На производстве гирь мое новаторство не закончилось. Я внедрил разряды по гиревому спорту, присуждаемые спортсменам, которые успешно выполнили нормативы за пределами СНГ. Также я внедрил женское двоеборье и длинный цикл соревнования. Для повышения зрелищности на различного уровня соревнованиях я ввел новый вид двоеборья Strong Sport для мужчин и женщин с отдельной разрядной таблицей, толчок одной рукой и закидывание одной рукой гири на грудь. Мужчины соревнуются с гирями от 32 до 48 кг, шагом в 4 кг, женщины от 20 до 36 кг. Также мною был создан новый вид гиревого соревнования – пятиборье. На мой взгляд, менее травмоопасное и более зрелищное по сравнению с классическими гиревыми соревнованиями с двумя гирями. Пятиборье помогает выявить уровень ОФП спортсмена в работе с гирями. В 50-минутном временном регламенте выполняется 5 упражнений. Заброс гири на грудь в положение стоя, жим длинным циклом, толчок, полурывок, швунг жимовой. Каждое упражнение выполняется по 6 минут. Допускается многократная смена рук. После каждой дисциплины делается 5-минутный перерыв. Для каждого упражнения существует максимальное количество повторений. Заброс гири на грудь в положении стоя – 120 повторений. Жим длинным циклом – 60 повторений. Толчок – 120 повторений. Полурывок – 108 повторений. Швунг жимовой – 120 повторений. Это максимальное значение. Меньшее количество повторений не подлежит штрафу. Никаких дополнительных очков за повторение сверх установленного максимума не начисляется. Участникам разрешается самостоятельно выбрать 5 гирь различного веса. После того, как спортсмен приступит к данным упражнениям, не разрешается изменять вес или снижать вес до истечения 6 минут. Соревнования и выступления являются основным стимулом профессионального роста спортсмена, ведь в спорте невозможно себе представить бесцельное хождение на тренировки. Все спортсмены всегда хотят видеть результат своих усилий спустя какое-то время. Для меня соревнования и выступления – это очередная проверка моей физической подготовки. В 1997 году на праздновании 850-летия Москвы я поднял гирю весом 24 кг 850 раз. В 2000, 2001, 2002 годах на ежегодном фестивале спорта в Нью-Йорке я поднял 16-килограммовую гирю, соответственно, 2000, 2001 и 2002 раза в честь наступления данного года и для демонстрации популяризации гири. В 2004 году в университете Сан-Франциско я толкнул гирю весом 16 кг 1500 раз за 90 минут. С 2006 года мировой гиревой клуб WKC стал ежегодно принимать участие на фестивале Arnold Classic. В 2006 году на показательных выступлениях фестиваля, чтобы не нарушать традицию, я поднял гирю 2006 раз, символизируя 2006 год. В 2008 году на этом же фестивале я поднял 60-килограммовую гирю 11 раз, в 2009 году 53 раза. Также гирю весом 64 килограмма я поднял 30 раз. В том же году на национальном чемпионате в Чикаго
организатором которого был мировой гиревой клуб WKC, я поднял гирю весом 60 кг 55 раз. В 2010 году на фестивале Arnold Classic я поднял гирю 60 кг 60 раз. В этот день также состоялась встреча с моим кумиром Арнольдом Шварценеггером, который, заинтересовавшись демонстрацией гирь в окружении охранников, подошел к павильону мирового клуба. У нас состоялась дружеская беседа, принесшая каждому немало положительных эмоций. Таким образом, через 25 лет я осуществил свою мечту, встретившись с этим выдающимся человеком. Теракты 11 сентября оказали огромное влияние на американское общество. Впечатленный мужеством работников экстренных служб, особенно пожарных, среди которых были самые большие потери, а также в поддержку родственников погибших, в 2011 году я поднял гирю 911 раз за 102 минуты. На каком-то этапе, постоянно работая в сфере спорта и фитнеса, начинаешь понимать, что нового уже не достигнешь. Вот тогда и начинаешь думать о чем-то другом, пока недоступном тебе. Моей новой сферой деятельности сейчас является помощь людям. В 2017 году я с моими друзьями оказали материальную помощь детям, оставшимся сиротами, вследствие авиационной катастрофы в Кыргызстане, когда грузовой Boeing 747 рухнул на дачный поселок Дача-Су и погибли 39 человек. Участвуя в различных благотворительных проектах, я стал задумываться о том, может ли мой спортивный опыт быть полезен людям, имеющим проблемы со здоровьем. В период с 2018 по 2021 год я разработал и адаптировал оздоровительную программу для водителей-дальнобойщиков. Почему я выбрал именно эту профессию? Во-первых, водить грузовик было моей детской мечтой. Во-вторых, тяжело представить себе другую профессию, предполагающую постоянное нахождение в кабине, сидячий образ жизни, нездоровое питание и стресс. При таком образе жизни наиболее распространенными проблемами со здоровьем у водителей являются болезни сердца и сосудов, лишний вес, остеохондроз, радикулит, бессонница и так далее. Для профилактики данных заболеваний необходимо, чтобы физическая активность стала неотъемлемой частью повседневной жизни водителя-дальнобойщика. Чтобы наглядно показать, как ежедневно следить за своим здоровьем и тренироваться, не прерывая рабочий процесс, я стал дальнобойщиком. Я считаю, что самый эффективный способ обучения – это собственный пример, когда ты находишься в равных условиях с теми людьми, которым хочешь помочь. Моя программа дает мне возможность не только помочь миллионам водителей по всему миру, таким как мой отец, но и в будущем оглянуться назад и сказать, что я для кого-то что-то сделал. Не все могут оглянуться назад и сказать, что они сделали что-то стоящее. Несмотря на нашу судьбу, которая как машина движется по дороге, нужно не бояться принимать решения и поворачивать. Ведь чтобы найти свой путь, нужно побывать на разных дорогах. Но главное – не отступать. Ведь самое важное, дорогое и бесценное, что есть у каждого человека – это его жизнь.